Я не являюсь адвокатом Вилаят Факих. Я придерживаюсь позиции моего учителя Гейдара Джемаля. Он в 2016 году, незадолго до смерти, записал видео, где он открыто сказал, что поддержка, то, что Иран поддерживает армян в конфликте с Азербайджаном, кончится для Ирана очень плохо. Что это будет фактором, если и не гибели, то серьезнейшего кризиса внутри Ирана. Найдите обязательно это видео Гейдара Джемаля, он уже больной Гейдар Бей. Ну, это не вопрос веры, это Нет, вопрос почему? просто знания. Вы знаете Гейдара так хорошо, это вопрос знания. что это сомневаться в ваших цитатах я не считаю необходимым. Он просто открыто сказал, что Иран предает азербайджанцев, вставая на сторону армян в Карабахском конфликте в 2016 году. И это предательство, сказал Гейдар Джемаль, будет стоить Ирану внутреннего разлома, внутреннего конфликта. Может быть, даже гибели его как государства и гражданской войны. Так, может быть, проблема все-таки в иранской политике в отношении Азербайджана Северного и, может быть, своих собственных азербайджанцев? Раз Гейдар Джемаль все-таки обращал внимание на ошибку Ирана. Он обращал внимание не в отношении азербайджанцев в Иране. Он обращал внимание на то, что имея такое количество азербайджанцев в Иране, и Иран поддерживает армян. Я объясняю, почему Иран поддерживал армян. Потому что армяне за счет спекулятивных факторов диаспоральных были единственным государством, которое оставляли канал по преодолению санкций для Ирана. Вот и все. Последние два вопроса. Знаю, вы что поняли, почему Иран поддерживал? Да, я понял. Это были чисто экономические резоны. Мы вначале об этом говорили. Если бы Азербайджан предоставил такой канал, поверьте, что Иран поддерживал бы Азербайджан. Ну, мне не кажется, что прямо армяне, Армянская республика, армянское руководство, ну то разве только что в серую нарушало санкции. Они вряд ли себе бы позволяли. Только в серую, только спекулянты. Более того, это были не только армяне, это делали и курды. Два вопроса. Ну, да, назову их последние. Знаю, что вы сегодня, у вас есть и другие дела. Я просто хочу уточнить мою позицию. Я не являюсь адвокатом Вилаят Факих. Я считаю, что Вилаят Факих испытывает серьезный кризис. Я считаю, что моя позиция принципиальная. Я хочу ее понять, что вы поняли, и поняли все зрители. Универсалистская система, которая стоит выше этнических анклавов, спасает не только Иран, но и все окружающие народы Ирана от катастрофического развития ситуации. Распад Ирана, гражданская война в Иране по этническому признаку, который неизбежно будет в случае распада иранского государства и утраты ими ресурсов управления ситуацией, неизбежно будет. Война между азербайджанцами и курдами, между азербайджанцами и персами. Вы имеете в виду в Иране? Ну, на территории Ирана, если распадется универсалистская концепция государства. Задача любого государства, это в том числе, особенно государства, существующего в мультиэтнической среде, это в том числе сглаживать и преодолевать этнические разногласия. Я прекрасно помню, как армянские диаспоры вкладывали в лезгинский фактор деньги, чтобы осложнить ситуацию внутри Азербайджана. Поддерживали Садвал там, и так далее, и так далее, и так далее. Азербайджан же решил этот вопрос. Лезгины не испытывают сегодня, несмотря на отдельных сепаратистов, которые говорят и которые маргинализированы, проблем внутри Азербайджана. Не испытывают. В лезгинских школах, значит, можно организовать преподавание на лезгинском языке, выпускать лезгинские газеты, существует лезгинский театр. Об этом говорил посол Азербайджана. Да и сами я внутри Азербайджана этого не чувствую. Я бывал и в лезгинских, значит, и в аварских там местах. Ну, в Белоканах я не бывал, и в Закаталах вот последние годы. Но в целом я знаю, что ситуация сильно улучшилась благодаря позиции и президента, и вице-президента. Особенно Мехребан Ханум занимается культурными вопросами. Первая леди. Да, значит, но теперь возьмем Иран. Предположим, что этнически универсалистская система, Вилаят Факих, демократическая, какая угодно, социалистическая, универсалистская, которая стоит выше этнического, рухнула. И на первый план выходит этнонационализм, вооруженный оружием, вооруженный ненавистью, подогреваемый из-за границы информационно.
Вы правда считаете, что это останется внутри Ирана? Нет, Мне я даже не считаю. смешно это Нет, слышать. нет. Я разговаривал. Это взорвется если и сценарий- вот так вот разнесет просто Если весь сценарий котел. взрыва А теперь представьте реализуется, себе, то, конечно, не останется. что параллельно какие-то силы начинают третий Карабахский конфликт. Параллельно с революцией, с взрывом гражданской войной в Иране, начинается третья война в Карабахе. Она начнется не как в 2020 году, не атаками на линии фронта. Линии фронтов не будет. Будут террористические организации со стороны армян, которые будут атаковать. Допустим, распадается Иран. Начинается новый Карабахский конфликт, обострение в Карабахе, который специально спровоцирует Франция, например. Почему? Потому что Франции надо поставить на колени Турцию. А может быть, Иран спровоцирует? Нет, не Иран. Ирану не нужен никакой конфликт в Азербайджане. Тогда у меня остался один вопрос. Вы ответили на первый. Вы Я понимаете, всё- почему Ирану не нужен этот конфликт? Нет, я не уверен, что ему А не я, нужен. а я уверяю, что он не нужен. Ему не нужен никакой конфликт с Азербайджаном. Ему это просто для Ирана сейчас любые конфликты, он сейчас сворачивает присутствие в Сирии. Максим, вы правы абсолютно. Но вы говорите о едином Иране. А вот последний мой А вы вопрос. говорите, что о палате номер 6, что ли, в Нет, сумасшедшем доме? Нет. Мне кажется, Я Рахбар не говорю о производил разных- такое впечатление раньше. Я говорю о разных башнях, которые есть не только в Кремле. Вот нынешние выступления в Иране, которые не Нет, смог- если Иран рухнет, то тогда те силы, которые возникнут на его развалинах, будут заинтересованы в том, чтобы поджечь как можно больше. Это будут первые из них, будут курды. Нет ли внутри Ирана сил, которые валят сейчас режим, и которые стоят на самом деле? И эти силы должны быть достаточно, ну как сказать, влиятельными, если 3 месяца поддерживать вот такие ожесточенные нарастающие протесты. Да что там сложного? Иран не был закрытой страной. Самолеты летали из Эмиратов свободно. Я имею в виду силы иранского общества, не, скажем, Ну, оппозиционеров, есть, конечно, маргиналов, средний класс. а серьезные Нет, силы, секундочку. которые Во-первых, частью... оппозиционеры это не маргиналы. В Иране, напомню, действовали две организации, как минимум. Радикальная левацкая, национал-социалистические и левацкие террористические организации. Ну да, они еще с Федоин- момента краха Шаха действовали. Федоин и Хальк и Маджахедин и Хальк, которые играли огромную роль в революции 1979 года, потом хаминистами были отстранены. Мне кажется, не они сейчас стоят за Не они, протестами. но они существуют. Да. Меджлис взорвали именно они, где 200 депутатов Меджлиса в Иране погибли. Вы говорите, что иранский режим плохой, а те, кто взрывал Меджлис, те, кто убивал Я не говорил, мул, что те, плохой. кто эти суицидные самоубийства. Я пытался дать ему характеристику, но я не говорю, Это что он были плохой. люди, которые... Федоин и Маджахедин, к сожалению, эти организации превратились полностью в инструменты ЦРУ. Они полностью сотрудничают с западными израильскими спецслужбами. Я имел в виду иранские элиты. Вы говорите элиты. Какие элиты? Экономические элиты? Не исключаю. Элита в Иране нуждается в объяснении, что это. Вот вы говорите сами, КСИР в своих руках сосредотачивает огромные экономические институты, экономические инструменты. Часть экономики просто принадлежит корпусу стражи исламской революции. Значит, это уже часть элиты. Первое. Какая-то, значит, элита получила свое благосостояние благодаря связи с властью. Вот говорят, Рафсанджани, семья Хашемира Рафсанджани, одного из великих айтол, это те, кто держит в своих руках все фисташки Ирана. Это миллиардеры просто. А какая еще элита есть, экономическая или политическая? Политическая, военная, которая Армия. не КСИР. Армия. Да. Пока армия помалкивает. Я И тоже об этом армия, которая сыграла в революции 1979 года ключевую роль, когда перешла на сторону народа, сержанты эти вот авиационных баз, когда они отказались подчиняться приказу Шаха и бомбить Тегеран, например. Я, кстати, не уверен, что армия такая уж прямо является оппозиционной. Я не говорил, но я говорил о генералах. А где армия воевала иранская после войны с Саддамом Хусейном? Ответ: практически нигде. Нигде, да. В Ираке и в Сирии воевал в основном корпус стражи исламской революции и басиджи, которые являются народной милицией, которая связана с КСИРом. Это очень серьезная сила. Я думаю, что Хамейни подстраховался в свое время, создав вот эти вот вне
политические инструменты, КСИР и БАСИДЖ, которые являются частью государства, но одновременно являются частью государства, подчиненной его религиозной составляющей. Ну да, такое партийное Иранское государство, оно сложное, и оно не укладывается в прокрустовое ложе просто такого, знаете, европейской формулы. Многое от головы вилаят факих, многое придумано Хамини, а когда Хамини умер, все так боялись его спросить, как Сталина про Советский Союз. Вот боялись подойти и спросить: Иосиф Виссарионович, а вот как нам вот жить? Потому что Сталин мог пошутить и сказать: ты что, глупый что ли? Пойди у Сахилаури выпей, может быть поймешь, как тебе жить. А когда Сталин умер, то они сели, понимаете, вот оказался Хрущев, Маленков, там, Каганович и так далее, которые, вот они вошли в рубку управления, где сидел Сталин, там что-то сверкает, они не понимают. Было Они Советский сложно. Союз привели к катастрофе. Он Сталин долго его... шел. А? Он долго шел к катастрофе. Нет, во время Сталина он шел к победам. Какие катастрофы во время Сталина были Я не говорю, замечены? что во время Сталина были катастрофы. Вот, Хотя а были. после Сталина сплошная катастрофа, Были сплошной тяжелые кризис. времена. Вы знаете, я даже не... Так же и тут. Вот Хамини умер, который знал, что такое вилаят факих, что там Махди в Меджлисе, место для имама сокрытого, там все. А остальные делают вид, что знают. А на самом деле они консервируют, сохраняют то, что, вы совершенно правы, было создано 40 лет назад в ходе революции, а продумывалось до этого еще десятилетия до этого, в 20-е годы. Весь Кто о чем, а вшивый вот о бане. Вот меня это интересует только с одной точки зрения. Вот Вилайти вы упомянули, да? Все-таки, возвращаясь к уже цитируемым вам высказываниям Вилайти, о том, что, который говорил хорошие слова об Азербайджане, пытался снять напряженность, которая существует в последние месяцы в отношениях Азербайджана и Ирана. Я просто о том, что могут ли существовать другие группы в Иране, влиятельные, часть, возможно, этого необычного государства, которые смотрят на эту проблему иначе, от Конечно, которых могут. может исходить опасность, ну, скажем так, конфликтов. Нет, не может, такого не может быть. Война, нападение на Азербайджан может быть только с ведома Рахбара. Ну, не обязательно война в чистом виде, а, я не знаю, конфликт может развиваться в разных... Иранцам это безумная идея, иранцам это не надо, это неосуществимо. Потому что азербайджанцы, живущие к югу от Аракса, никогда это не поддержат. И иранцам, что они должны, да, кого перебрасывать? Армянские формирования, что ли, на азербайджанские территории? Эта идея абсолютно высосана из пальца. Иран не планирует и не может спланировать нападение на Азербайджан. Безусловно. Но если... Вот вы говорите о дружественных шагах, и мы обсуждаем Иран. А открытие азербайджанского посольства в Израиле, это, на ваш взгляд, дружественный шаг по отношению к Ирану? Я проблемы-то в этом не вижу совершенно, потому что Иран тоже возмущается, когда Россия имеет посольство в Израиле, и Иран же России претензий не предъявляет. Поэтому я считаю, что это суверенное право Азербайджана. Просто это именно сейчас было сделано. Именно сейчас было сделано демонстративно. И, конечно, это нельзя не воспринять как некий такой фопа, некий такой выпад, как бы иголочка такая в отношении Ирана. Я прекрасно понимаю... может быть, не Ирана. Я опять-таки пытаюсь... Еще? Ну вот, может быть, внутри Ирана разные башни, условно говоря, политические. Могут быть те, которые готовы раздувать, пускай чисто в информационном пространстве, конфликт. Так же, как, например, вот поднимать эти демонстрации, которые идут по всей стране. А внутри Азербайджана может быть протурецкие и пророссийские башни? Я думаю, что при всех обстоятельствах в Азербайджане есть разные башни. Просто пример И в Иране есть разные башни. Разные башни есть везде. Ну вот, это был вопрос. Ну, они есть везде. Могут стоять за протестами, они могут Нет, стоять за над протестами- нагнетанием отношений Нет. с соседней страной. Нет. Я не думаю, что они, безусловно, согласуют свою позицию, но я уверен, что за протестами стоят прежде всего внешние силы. США и Израиль. И то, что началось в курдских регионах, а курды это, как говорится, давние партнеры и Израиля на Ближнем Востоке, и США, кстати, тоже, то, естественно, именно начало в Курд. Кстати, в Сирии тоже началось в курдском регионе. Первые акции протеста и заявления о неподчинении Дамаску, асадовскому, начались именно в курдском регионе. Это курды Сирии начали. А в Иране начали курды Ирана. Еще раз, этот процесс, который развивается в Иране, я совершенно не защищаю иранский режим. Я не о защите. Я просто призываю к логике я и к трезвому к вам рассудку. обращаюсь как к специалисту. Мой вопрос
Ну вы боитесь услышать даже мой вопрос. Очень простой. Если Иран взорвется, как вам кажется, это останется, сформулирую по-другому, внутри иранских границ? Нет, конечно, это будет катастрофа. Конечно, в том-то Просто и если дело. это объективная катастрофа, что мы Объективно, можем с этим сделать? Мы должны смотреть, что будет в результате Вот и это после хороший нее. это главный вопрос. Главный вопрос. Я считаю, что несмотря на все проблемы отношений с иранским режимом, несмотря на все кризисные явления иранского режима, несмотря на своеобразность иранского режима, окрестные государства должны содействовать процессу внутрииранского примирения национального. Гражданская война в Иране будет катастрофой. Вмешаться в иранские дела? Содействовать примирению. Ну, не Ну, знаю. как Американцы содействовать? вмешиваются в сирийские дела. Где Сирия... Как Азербайджан будет Секундочку. содействовать примирению? Еще раз, в Иране? США Например. вмешивается в сирийские дела, где Сирия и где Вашингтон. Почему Азербайджану просто сказать, давайте мы поможем? Я считаю, что окрестные государства должны содействовать сейчас процессу национального примирения в Азербайджане, а не вести дело к новой войне сирийской. В Сирии погиб 1 миллион человек, в Иране погибнет 40 миллионов. И вокруг Ирана. Иранская гражданская война втянет в себя все окружающие. Абсолютно верно. Это будет катастрофой для Азербайджана, для Армении, для Ирака, для Турции, для Средней Азии, для Пакистана. А Пакистан, между тем, ядерным оружием владеет. Пойду дальше, моя мысль пойдет. Как вам кажется, Индия как будет смотреть на уничтожение союзного Индии Ирана, ликвидацию его практически, который сдерживал Пакистан, был для Пакистана сдерживающим фактором? Индия. Да я вас уверяю, что это просто будет принцип домино для региона. Иран является, как ни странно, краеугольным камнем региона. Так падает Иран, превращается в пространство неконтролируемой гражданской войны, в которой участвуют внешние спецслужбы, этнические отряды, религиозные, либеральные, левые, нацисты появятся. Там нацистов хватает, понимаете, тоже националистов. Чего угодно появится, понимаете? Будут разные банды ходить по Ирану, убивать, убийства, насилие в иранских городах. Будет резня, этнические чистки. И вот это все там начинается. Это втягивает огромные толпы беженцев, которые идут через границу в Азербайджан, в Среднюю Азию, в Туркменистан, в Узбекистан, в Афганистан. 4 миллиона афганцев бежало в Иран во время афганской войны, понимаете, в сумме. В Пакистан, всюду. У Пакистана ядерное оружие, у Индии ядерное оружие. Конфликт может расползтись. Я не говорю, что это обязательно будет. Я вам просто говорю, я всегда в своем анализе исхожу из худшего сценария. Я придерживаюсь следующей концепции. Давайте опишем худший сценарий. Если будет лучше, чем в худшем сценарии, поблагодарим за это Всевышнего. Но я боюсь, что худший сценарий, мой опыт жизненный говорит, что вот наихудший сценарий, который ты можешь придумать, он всегда сбывается. Потому что человеческое сознание так устроено. И так устроены большие политические процессы. У иранцев много грехов. Они, в частности, их главный грех, то, что они испытывают империалистические фантомы, воспринимая Азербайджан, Армению, часть Грузии своей территорией, не имея на это никаких оснований, по большому счету. Потому что Вилаят Факих не представил никаких универсалистских имперских концепций, кроме этого религиозного распространения доктрины Таклида, понимаете, в этом варианте. Поэтому, естественно, я прекрасно понимаю, что Азербайджан с опасением относится к Ирану, потому что Иран воспринимает Азербайджан, какая-то часть политических интеллектуалов, как временно отпавшие провинции, которые были захвачены Российской империей. Это, конечно, недопустимо совершенно. Но именно эта проблема, на которую указывал Гейдар Джемаль, является источником кризиса. Имперские амбиции в сочетании, которые противоречат доктрине Вилаят Факих, поскольку Вилаят Факих, даже нет, не противоречит Вилаят Факих на самом деле, а вот исламская революция, она проходила путь антиимпериалистическими, антиколониалистскими лозунгами, которые подразумевали союз народов, сотрудничество с азербайджанцами, допустим. Внутри иранского населения. И вне тоже. Вот поддержку, допустим, суверенитета Азербайджана. Было очевидно, что это выгодно для Ирана в 90-е годы.
Иран пошел по другому пути, к сожалению. Он пошел по пути ожидания того, как кризис в Азербайджане, который был в 90-е годы, приведет к тому, что Азербайджан попадет в руки Тегерана. И я прекрасно понимаю воспоминания об этом азербайджанской элиты и азербайджанского общества. Это так не артикулировалось, потому что иранцы не артикулируют такие вещи. Они метафорически это скрывают. Они не говорят прямо, как я говорю. Но я не иранец, я русский. Поэтому у меня как бы другая ментальность, и я наследую в системе анализа политического там Ленина, условно говоря. Не то, что марксист, а называть вещи своими именами. Это наша задача. Так вот, я понимаю прекрасно, они не пришли на помощь Ирану, Азербайджану. Более того, они помогали армянам во время армяно-азербайджанской войны, открыто использовали экономические преимущества, помогали, ездили на оккупированные территории, вели там экономическую деятельность. Поэтому я прекрасно понимаю отношение Азербайджана к этому. И Иран, естественно, это была страшная ошибка Ирана, которая сразу поставила под сомнение принципы исламской революции. Как вы можете помогать в конфликте между мусульманами и азербайджанцами, армянам, которые являются не мусульмане, а всегда были пятой колонной в исламском мире? Открыли ворота Багдада монголам, монголы сделали армян фактически надзирателями за оккупированной исламской территорией, когда возникла империя Хулагу и так далее. Не буду углубляться в историю. Да. Это все подробно описано, и это все знают прекрасно, как это все было. И это была страшная ошибка Ирана, которая сразу показала, что исламская революция является не революцией освобождения народов от колониализма Запада, а в какой-то имеет своей составляющей желание вернуть какие-то народы под власть Иранской империи, только в образе вилаят-факих. Ну, такие же обвинения Эрнесто Че Гевара в свое время выдвинул в отношении Советского Союза в своей знаменитой алжирской речи, когда он сказал, что советский империализм, который прикрывается интернационализмом, он не употреблял слово империализм советский, он сказал, что действия Советского Союза в отношении развивающихся стран недопустимы, когда он ставит их в экономические отношения и продает им в кредит какие-то товары, вместо создания единого лагеря социализма. Че Гевара уподобил Советский Союз 60-х годов империалистическому государству просто социалистической риторикой. Вскоре после этого Че Гевара был убит. Погиб загадочным образом. В Боливии есть версия, что координаты его лагеря КГБ передало просто американцам. Потому что Че Гевара угрожал Москве даже больше, чем Вашингтону уже в этот момент. Но не будем к Эрнесто Че Геваре. Я просто к Ирану. И Иран сам обанкротил принципы исламской революции, поставив их на службу империалистическим, вполне империалистическим, локально империалистическим замыслом политического иранского руководства. И вы совершенно правы в том, что КСИР является главным инструментом этого нового империализма иранского, прикрываясь исламскими и так далее, потому что и присутствие в Сирии, и война в Ираке во многом даже этот конфликт с Израилем тоже, если его рассмотреть беспристрастным взглядом, это конкуренция региональных империалистических, как говорится, моментов. Один интеллектуальный такой чисто философский вопрос, да. Абстрактный. А империализм это плохо, это стыдно. Не буду спорить. С этим спорить не буду, как кандидат исторических наук. А вот такой вопрос, последний. Все, я больше не буду вас мучить, я вас измучил. Мне очень интересно, нет, совершенно. Вы единственный, кто задает мне эти вопросы. Единственный. Все остальные просто боятся об этом даже думать. Я допускаю, что разнос Советского Союза в 1991 году, последовавший за 4, 5, 6-летним откровенным кризисом, когда просто в магазинах исчезали товары, такой примитивный уже кризис. Который был устроен верхушкой КПСС. Ну да. Что он воспринимался в регионах кем-то, из которых образовались потом независимые республики, в частности. Но пытались выскочить, и не только, пытались выскочить и части РСФСР тогда. Так, есть кризис, который происходит во всей стране, а кризис, его силу можно раздробить. Мы уйдем, и кризис оставим там. Дело не в том, удалось или не удалось. Вот сейчас
в Иране не могут отдельные, скажем так, национальные общества, общины думать таким же образом. Мы соскочим, договоримся, может быть, между собой. И кризис останется там, где живут персы. А мы А какой у них здесь. для этого инструменты есть? В СССР был инструмент. Да. Вы неправильно оцениваете советскую систему. Я предполагаю. Представляете себе, что Я только предполагаю. победил бы не ленинский план федерализма, а сталинский план автономизации. И Азербайджан был бы не республикой в составе СССР, а автономным регионом. А он объективно победил. Это же не случайно. Ленин был не глупый человек. Ничего Он бы подобного. не удержал все окраины, если бы не Да, сделал вот конечно. такое. Ну, мне так кажется. 11-я армия прямо не удержала бы. Ну, 11-я армия, На да. момент, Она же не инструмент удержания. на Она момент просто, свержения, ну, на момент свержения на момент мусаватистской свержения. власти, поверьте, у большевиков были такие преимущества в 20-е годы, которым никто не обладал. У них была абсолютно новая универсалистская идея политическая. У них были огромные в руках инструменты социальных преобразований, земельная реформа, аграрная реформа и так далее. У них были могучая победоносная армия и национальные кадры. Я о Советском Союзе 91 года обрастал. Еще раз, Советский Союз распался легко, относительно легко, если не считать Карабахской трагедии, Таджикской войны Ну да. и современной войны России и Украины, только по одной причине, что республики были суверенными государствами, которые обладали всеми государственными институтами, парламентом, министерствами, даже руководством республики. Да, в нынешнем Иране такого нету. Конечно, Считайте, нету, что это поэтому как одна это из возможно? гарантий того, что такой вариант невозможен. А возможно Нет, какой-то возможно, другой. чисто, так вот, если бы в СССР не было вот этого, а был бы сталинский регион, то Азербайджан сейчас был бы частью России, хочу вам сказать. То есть иранцы не пойдут на автономизацию? Ни при каких обстоятельствах? Ведь это бы ослабило напряжение на местах. Конечно, нет. Как и иранцы, это просто противоречит самой сути исламской революции. И ислам универсален, хоть для перса, хоть для азербайджанца, хоть для курда и так далее. И они будут стоять на этом до конца. Какая автономизация? Автономизация – это конец Ирана в нынешнем режиме. Главное, это ни к чему не привело бы, никакой пользы не привело бы. Безусловно, вообще, вы правильно формулируете суть внутреннего конфликта, развилки. Или они легализуют нации внутри политической системы, но это противоречит исламу. В исламе нет наций. В исламе есть племена и народы. В Меджлисе Ирана есть представительство армян, но не армян, а христиан армянского вероисповедания. Зороастрийцы имеют представительство, мусульмане-сунниты. Там есть религиозное квотирование. В Меджлисе нету национального квотирования. Национальное – это вообще еще раз западная система. Запад смотрит мир нациями, с помощью наций. Попытка как раз исламской революции создать некую альтернативу этому западному взгляду. Я считаю, что национальный вопрос является ключевым, и его как бы невозможно прятать под спут. Как Ирану выйти из этой ситуации, я не знаю. И никто не знает. Я думаю, что не избежать кровавой бойни. Я просто не вижу другого варианта на данный момент. Потому что я не вижу никакой единой политической силы, которая бы взяла бы на себя ответственность и выдвинула бы новую идею будущего для Ирана. На мой взгляд, либерализм западного типа не является такой идеей. Он и пойдет в прошлое и неизбежно будет ассоциироваться с Пехлеви для многих. И восстановлением власти Пехлеви, реставрацией пехлевизма в той или иной форме. Национализм после первых же межэтнических столкновений, которые неизбежны между персами и азербайджанцами, курдами и азербайджанцами, это неизбежно будет, поверьте. Будут делить территории, будут делить рынки, будут делить криминальные там какие-нибудь системы. Это тоже, как говорится, популярен не очень будет. Вы имеете в виду на юге, в южном? На севере, на западе, почему? Вот, Я имею в виду за Араксом. То есть мы сейчас говорим о территории Ирана. Ну, Иран, я про Да. Иран говорю. В Азербайджане таких тенденций нет. Да, да. В Азербайджане достаточно, Я просто в уточняю для Азербайджане зрителей. сильное, стабильное, достаточно контролируемое пространство. Конфликтов между талышами и азербайджанцами никаких нет. Это в сознании просто иранцев, может, они существуют. Талыши не ощущают себя угнетенным народом. Я это прекрасно видел, у меня есть много знакомых талышей. Для них это когда-то это искусственно создавалось, когда была война с Арменией. И я считаю, это поддерживалось армянскими спецслужбами в частности. Но сейчас вот в Ленкоране, пожалуйста, талышский язык
все говорят на талышском языке, русские себя хорошо чувствуют, Ивановка там, или вот под Ленкоранью, малаканские села, там белоканы и значит, эти самые лезгинские территории надо изучить более тщательно. Но я тоже думаю, что проблем нет, потому что спокойный, стабильный, сильный режим, внятная, понятная позиция президента, позиция Мехрибан Ханум, деятельность фонда Гейдара Алиева, деятельность других государственных институтов, которые вполне как бы работают на воссоздание азербайджанской политической нации, состоящей из разных этносов. Это успешный достаточно проект. В Иране ничего подобного нету. В Иране как раз именно кризис универсалистской системы государства, то, с чем мы начали, вы прекрасно, как кандидат исторических наук, понимаете, о чем я говорю. Кризис того, что было сверху, условно, колпак рушится, внешняя оболочка реактора, а внутри там непонятно, что будет. Какие химеры возникнут из этого, я не знаю. Это надо спрашивать какого-то глубокого ираниста, который владеет фарси и следит за полемикой, которая там происходит. В Иране огромные телеграм-каналы с миллионами подписчиков. И мы были как раз, их там пытались блокировать. В итоге Рахбар через 3 дня выступил в 16 году и сказал, ну не надо позориться, перестаньте, потому что все через VPN. Весь Иран действовал через VPN. Это государство, которое сочетает в себе принципы консерватизма, абсолютно либеральной экономики во многом, с криминальными наездами со стороны ксировцев и органов власти, внутреннюю древнюю систему организации общества, так называемая цеха, вот ковроткачи, допустим, это мужчины в основном. Вот у меня есть в Азербайджане друзья, а вот вы, наверное, знаете Хамид Хирисчи, он журналист, поэт великолепный. Он родом происходит оттуда, его отец был из партии Туде. И он рассказывал, Хамид, про эту структуру азербайджанского общества вообще в Иране. Это огромную силу имеют. Вот эти цеха, которые насчитывают столетия, которые совпадают с разными мистическими, шиитскими, а ранее суфитскими, накшбандийскими, как правило, значит, традициями орденскими, такими религиозными, которые обладают своей мистикой, как и это прекрасно видно в Баку в музее ковра, мистика, да, вот узора. Это же не просто какие-то авангардисты делают, это связано с родом, семьей, с цехом, с регионом, узор. И это важный момент. Вот представляете, вот это вот все, вот это вот огромное древнее разнообразие и многообразие вдруг взорвется, вырвется на свободу. Это ужасно. Я об этом даже думать не хочу. Это приведет к таким трагедиям. Говорю, сирийская война покажется нам просто уличной дракой по сравнению с тем, что может быть в Иране. Поэтому я обращаюсь к рассудку всех государств, которые Иран окружают. Содействуйте внутреннему диалогу, а не разрушению Ирана. Разрушение Ирана приведет к катастрофическим последствиям для Азербайджана, для Средней Азии, для Ирака, для Пакистана, для многих. Максим, а вот об одном еще я забыл спросить. В Пакистане я забыл эти шиитские. Я как-то был свидетелем шиитской, суннитской резни в Пакистане. Шииты, это периодически возникало. И это тоже будет отразиться в Пакистане. В общем, это будет адский. В этом регионе, который мы называем Южный Азербайджан, в 20 веке как минимум дважды при непосредственном участии России, а потом СССР, Советской России и СССР, возникали, ну, опять-таки я назову, квазиавтономные республики, так называемые. Первый раз в 19-20 году, если не ошибаюсь. В 20-21. В 20-21 в районе Энзели. Да, был десант даже в Энзели Красного флота Каспийского. Да, ну они там чего-то там попытались. Крайне неудачный. Ну, неудачно, потому что это закончилось, да. Второй раз... Сталинская попытка создать северные... Когда вошли туда во время Второй мировой войны, на север наши советские партия войска, Туде. Да, партия Туде, на юге тогда вошли англичане, так они создали контролируемый транспортный коридор. И в эти годы на севере, на юге в Южном Азербайджане, на севере Ирана существовала такая псевдосоветская республика. Как вы думаете, вот факт существования, ну, он оставил какой-то след в менталитете, в политических традициях, или просто, может быть, кем-то использован как
политический аргумент, может быть. Его след в Баку гораздо сильнее, поскольку почти все члены Туде были убиты. Туде это партия, которая Коммунистическая была создана. партия. Да, коммунистическая Были партия. убиты, и те, кто не был, те, кто выжил, бежали в Азербайджан советский. Поэтому как раз среди бакинской элиты вы найдете многих родственников и потомков партии Туде. Я думаю, что в самом иранском Азербайджане этих следов Вы знаете, трудно я найти. работал в Красногорском киноархиве, искал материал совсем по другой теме. И внезапно наткнулся на фильм «Эсфир Шуб». 4 части, примерно по 10 минут, который полностью посвящен рассказу об этой республике, созданной в Южном Азербайджане на севере Ирана. Там был создан союз писателей, пионерская организация, комсомольская, какие-то военные соединения, там дивизия или 2 полка. И вот она все это подробно сняла, в том числе девочек в пионерских галстуках. Их потом иранцы за косы понавешали, когда мы ушли, а иранцы зашли. То есть мы Советский Союз. 40 минут рассказа об этой республике. Об ее каких-то создавали там предприятия. По-моему, даже в Баку. Вопрос в другом. Баку не знают, что есть такой фильм. Это потрясающе, то, что вы рассказываете, это фантастически интересно. В Баку, еще раз говорю, я знаю многих людей, которые являются потомками иранских, азербайджанских коммунистов. Туда это была азербайджанская, прежде всего, партия, естественно, с опорой на азербайджанский фактор. Вопрос в другом. Почему Сталин это прекратил? Я думаю, что потому же, почему сейчас он пришел к таким же выводам, точнее, я прихожу к таким выводам, потому что я не сравниваю тебя, естественно, с этим гигантом мысли и политической стратегии. Я полагаю, что он понял прекрасно, это только не вопрос договоренности с Черчиллем, как нам говорят, и что он вывел войска из Азербайджана и ликвидировал Советскую Республику, потому что в Корее, мол, было ядерное оружие. Да, из Нет. Южного Азербайджана. Сталин очень глубоко понимал национальный вопрос, он занимался им всю свою политическую жизнь, он был первым нарком, и он великолепно, я уверен, что он знал азербайджанский язык, Сталин, очень хорошо. Но он в Баку жил столько в Баку, времени, да. а в Баку в начале 20 века мало кто знал русский язык. Прямо откровенно среди рабочих. Среди интеллигенции, естественно, говорили многие образованные. Кстати, было среди азербайджанцы. нефтяников очень много приезжавших и работавших вахтовым методом иранцев. И Вот. до революции, и в начале И я думаю, 20-х Сталин годов. прекрасно оценил, что тех, конечно, можно было бы затеять в Иране. Кстати, мой дед был из-под Тебриза. Да? Я Один не из знал. моих дедов, да. Сталин прекрасно понимал, коммунист. Нет, просто их было 5 братьев, они жили в нищете, в деревне и приехали торговать на Бакинском базаре во время Демократической Республики, чтобы заработать на Колым, на выкуп невесты. Понятно. 4 Махр. братьев заработали, Не Колым, уехали. Это махар называется. Ну, махр, да, Махр. да. Колым это запрещен исламом, а вот махар разрешен. Да, и как раз когда остался один мой дед, он еще не успел заработать, вошла 11-я армия, образовалась граница, и он остался. Хорошо. Пусть милостив будет Всевышний к вашим предкам и к вашему деду. Это был достойный человек, Спасибо. я уверен просто в этом. Так вот, почему Сталин отказался от этого проекта? Почему? Я думаю, потому что он понял, осознал, что этот проект, советизация Южного Азербайджана, может втянуть его в Советский Союз, который только что истек кровью в Великой Отечественной войне, в такой глубочайший конфликт с природой религиозной, этнической Ирана, советского, вот, северного Азербайджана, который Советский Союз просто не потянул бы. То есть осваивать этих людей, этот регион, он считал нерациональным. Он считал, что неподъемным. этот регион, во-первых, тогда, смотрите, разница была очевидна. Если Азербайджан имел центр индустриализации, созданный Нобелем, и Азербайджан, который вот современное государство Азербайджан, имел явный центр индустриализационного развития, рывка в виде Баку, Ротшильда и Нобеля. Нефтяные прииски Баку и Азербайджан даже в Российской империи и в Советском Союзе был центром экономического прогресса. Ничего подобного в Северном Иране не было, мы это прекрасно понимаем. Северный Иран — это как раз религиозные места, глубоко религиозное население, очень традиционные формы жизни. Сейчас, наверное, что-то изменилось, потому что там газовые месторождения по Каспию, но газ тогда был не актуален, да? Как, значит, поэтому
Я думаю, что Сталин тогда, анализируя просто архаику вот этого северного Азербайджана, глубокие как бы связи общества с религиозными традициями, ментальными, семейными, родовыми, понимал, что затратить силы на модернизацию этого региона можно, наверное, но эффективность не очевидна. Уверен, что это точно так же Ленин относился к Афганистану. Напомню, что первым Ленин отказался от советизации Афганистана. Говорят, большевики хотели мировой революции. Серьезно? А тогда почему король Афганистана был первым политическим внешним лидером, с которым Ленин заключил соглашение? Странно, правда? Или там король Саудовской Аравии, есть фотография, где Абдель-Азиз, такой красавец молодой, обходит строй красноармейцев на Манежной площади, которые как бы в 27 году его приветствуют. Видели, наверное, да? Поэтому как так? Пролетарское государство большевистское, а с королями, как говорится, там. Точно такое же отношение, думаю, было у Иосифа Виссарионовича и к Ирану. Он прекрасно понимал, что оккупация Ирана, вторжение и советизация Ирана – это неподъемные для Советского Союза вещи. С точки зрения марксизма это правильно, потому что советизация проще там, где есть рабочий класс, где есть западного типа городская интеллигенция, где созданы западного типа экономические, промышленные, производительные силы, производительные отношения. Не мог Советский Союз потянуть этот проект. Поэтому он отказался от этого и спасли то, что можно. Спасли тех людей, которых можно. Многие деятели партии Туде были убиты уже в хаминистское время. Левые коммунисты Ирана. Есть такая легенда, что их там расстреляли, а потом позвонили родственникам, собрали, расстреляли, позвонили родственникам, тела забрать, похоронить и так далее. Это не безымянный был такой расстрел. Ну, есть свои традиции. Иранское общество, оно очень интересное. И еще раз хочу завершить это. Я не желаю никакого зла никому. Гражданская война в Иране – это ужасное зло, которое приведет к гибели миллионов людей. Это я точно знаю. Поэтому все надежды, демократия, да смешно это слышать просто. Просто смешно. Как вы полагаете, вот ксировцы Сулеймани подчинятся какому-то хрену, который из Канады приедет в Иран ими руководить? Да он не протянет без израильского или американского спецназа и месяца, понимаете, там жизни. До недели не протянет там. Его грохнут быстро. Поэтому это исключено. Только внутри иранский диалог, общественный диалог. Я, кстати, считаю, что далеко ресурсы не исчерпаны. Уверен, что и Рахбар, и Совет экспертов думают на эту тему. И может они что-то предложат. Но просто кризис развивается, Запад не дает передышки. Протесты координируются, инспирируются западными израильскими спецслужбами. Подогревается недовольство, подогревается политическое недовольство Вилаят Факих, экономические трудности Ирана, усиливаются санкции против Ирана. Воспользовались сейчас, знаешь, беспилотниками на Украине иранскими. Еще дополнительные санкции вводят, понимаете? Дополнительные санкции вводят. Удивительно, в Катаре тратятся триллионы долларов на чемпионат мира. 200 миллиардов только на организацию. Да. Через пролив страна умирает от голода, и Иран. От Катара до Ирана, вот там с острова Киш, иногда видно, понимаете, практически тот берег в хорошую погоду, как говорят. И никакой помощи. Нормально смотрят, как умирают мусульмане. Я вообще не верю в какую-то исламскую солидарность. Чушь это все абсолютно. Не богатеи Ближнего Востока, и я видел в Карачи там людей, которые чашку риса и чашку воды не могут в день детям купить, понимаете? Мухаджиры эти пакистанские. Чушь это все. Пусть они себе эту исламскую гуманизм и солидарность засунут куда подальше. Ничего этого нету. На этой мажорной ноте. На этой мажорной ноте. Хочу поблагодарить вас за замечательные 1,5 часа. Просто пиршество разума для меня, во всяком случае. Надеюсь, и для наших зрителей нашего канала «Точка кипения». Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, потому что таких людей уникальных мы приглашаем к вам на беседу. Спасибо большое и удачи в ваших делах.